2 миллиона покрышек погрузились под волны, и план по спасению океана провалился. Спустя 50 лет шокирующая правда восстала из глубин. Это история рифа Осборна, где благие намерения привели к подводному кошмару. В 1972 году у побережья Форт Лодердейл, штат Флорида, началась экологическая катастрофа, развивавшаяся под поверхностью океана. То, что задумывалось как инновационное решение двух проблем. Рев двигателей катеров нарушил спокойствие кристально чистых вод, когда первая партия шин всплеснулась в море. Капитан Майк Робертс стоял на палубе. Его лицо сияло гордостью, когда он наблюдал за тем, как его команда сбрасывает сотни старых автомобильных шин в океан. «Это будет потрясающе!» — закричал Майк, перекрывая шум. «Мы создаем дом для всех видов рыб и кораллов. Просто подождите и увидите». Майк не догадывался, что его хорошо задуманное начинание вскоре превратится в экологический кошмар, оставив наследие, с которым придется бороться поколениям. Майк и его друзья разработали то, что они считали блестящим планом. Они собирались создать огромный искусственный риф, используя выброшенные шины, решая сразу две проблемы — утилизируя ненужные отходы и создавая новые места обитания для морской жизни. Государство, увидев в идее потенциал, дало им разрешение на реализацию. В течение нескольких месяцев группа модифицированных барж и специальных судов транспортировала огромные объемы шин с берега на выбранное место. Краны и конвейеры эффективно перемещали шины от пунктов сбора на лодки. В море водолазы и специальные инструменты аккуратно помещали шины на дно океана. Машины на палубе связывали стопки шин вместе с помощью прочной веревки и металлических зажимов, создавая конструкции, которые, как они думали, выдержат океанские течения. К концу этой сложной операции они разместили более 2 миллионов шин на морском дне, покрывая площадь примерно размером с 30 футбольных полей. Это масштабное усилие заняло месяцы и потребовало много координации. Они гордо назвали его «Риф Осборна», надеясь на его положительное влияние. Первоначально знаки казались многообещающими. Маленькие рыбы метались в шинах и из них, а зеленая пленка начала покрывать резиновую поверхность. Майк и его команда были уверены, что они достигли чего-то замечательного для экосистемы океана. Однако с течением лет вскоре стала проявляться тревожная реальность. Ожидаемый рост кораллов и процветающая морская жизнь не так, как ожидалось. Вместо яркого подводного сада риф Осборна все больше напоминал зловещее кладбище шин. Ситуация ухудшалась, поскольку мощь океана оказалась больше, чем ожидалось. Металлические зажимы, держащие шины вместе, корродировали и ломались, а веревки, связывающие их в связки, ослабели и порвались. Переместимся вперед на 1990 год. 12-летняя девочка по имени Дженна Мартинес прогуливалась по пляжу с семьей, когда заметила что-то странное в песке. Это была шина, полностью изношенная и покрытая мелкими морскими созданиями. «Папа, посмотри на это!» — закричала Дженна. Ее отец подошел удивленный, увидев шину, выброшенную на берег. Они не догадывались, что это был только начало гораздо более крупной проблемы. В течение следующих нескольких лет все больше шин начало появляться на пляжах Флориды. В некоторые дни невозможно было сделать шаг, не споткнувшись о одну.
Люди начали задумываться, откуда они все взялись. Тем временем под водой ситуация становилась действительно плохой. Эти шины были как гигантские резиновые боулинговые шары, разбиваясь о настоящие коралловые рифы, формировавшиеся в течение многих лет. Когда ученые спустились посмотреть, они не могли поверить своим глазам. Один ученый из университета Майами сказал, что это выглядело как зона войны. Шины были повсюду, сваленные на дно, застрявшие между камнями и даже вокруг ног морских черепах, пытающихся плавать. Место, куда изначально сбрасывали все шины, стало самым ужасным. Вместо того, чтобы привлекать множество рыб и растений, оно превратилось в мертвую зону. Там больше ничего не хотело жить. Это было просто большим пустым пятном из песка и резины. К началу 2000-х годов все понимали, что необходимо что-то сделать. Но как очистить 2 миллиона шин с дна океана? Это потребует времени, денег и некоторых умных идей. В 2007 году появилась проблеск надежды. Coastal America, небольшое федеральное учреждение, согласилось использовать сбор шин как тренировочное задание для армии. Во время своих первоначальных усилий солдат-водолаз Джейсон Яковенко и его команда взялись за дело, извлекая около 1000 шин в день. «Это как попытка очистить свалку под водой», — прокомментировал Яковенко. «Но мы добиваемся прогресса, и каждая шина, которую мы поднимаем, это одна угроза экосистеме моря меньше». Работа была полна опасностей. Сильные течения, ограниченная видимость и риск запутаться в мусоре. Однако медленно, шина за шиной, прогресс все же был достигнут. Поскольку новости о уборке распространялись, это привлекло внимание экологических групп и обеспокоенных граждан. Местные дайвинг-магазины организовали волонтерские выходные, где сертифицированные водолазы могли помогать в усилиях по удалению шин под профессиональным наблюдением. Эти инициативы позволили рекреационным дайверам внести значимый вклад в уборку. Волонтеры получили инструктаж по мерам безопасности и были обеспечены специальными инструментами, чтобы безопасно отделять и поднимать шины. Работая в командах, они сосредотачивались на удалении более мелких и управляемых шин, оставляя большие или более глубоко для профессиональных дайверов. Эти мероприятия не только ускорили процесс уборки, но и повысили общественную осведомленность о морской охране. Многие волонтеры сообщили, что чувствуют удовлетворение и связь с океаном после участия в этих подводных уборочных миссиях, превращая экологическую катастрофу в общественное дело по охране окружающей среды. Но спустя месяцы стало ясно, что усилий волонтеров будет недостаточно, чтобы справиться с этой масштабной проблемой. В 2015 году Департамент охраны окружающей среды Флориды вмешался, выделив $1,6 миллиона на профессиональную операцию по очистке. Для этой работы была нанята компания Industrial Divers Corporation с предполагаемым сроком выполнения более 2 лет. Их водолазы, привязанные к барже, не покладая рук, работали над тем, чтобы извлечь шины с морского дна. «Это как подводная археология», — сказала Мария Гонсалес, главный водолаз проекта. «Мы открываем ошибки прошлого, но также обнаруживаем, насколько устойчива природа. В некоторых местах мы находим новую жизнь, начинающую осваиваться среди шин. Извлеченные шины были отправлены в порт Эверглейдс, откуда их транспортировали грузовиками в район Тампы для сжигания с целью генерации электроэнергии. Этот подход гарантировал, что шины, которые когда-то считались экологической угрозой,
теперь могут как минимум приносить какую-то пользу в качестве источника энергии. Поскольку усилия по очистке набирали обороты, капитан Майк Робертс сейчас в своих 80-х не мог избавиться от чувства вины, которое преследовало его на протяжении десятилетий. Несмотря на свой преклонный возраст, он был полон решимости исправить ситуацию. Однажды он подошел к команде по уборке с неожиданным предложением. «Я знаю эти воды лучше всех», — сказал Майк, его голос дрожал от эмоций. «Позвольте мне помочь вам составить карту наиболее пострадавших районов». Первоначально скептически настроенная команда решила дать старику шанс. Знания Майка оказались бесценными, помогая им выявить скрытые скопления шин и опасные подводные течения. С распространением известий о его участии общественное мнение начало меняться. Когда-то заклейменный как человек, сбросивший шины, теперь он стал символом искупления. Однако участие Майка вызвало не без споров. Некоторые экологи утверждали, что его присутствие было пиар-акцией, отвлекающей внимание от реальных проблем. Дебаты разгорелись в социальных сетях. С хэштегами «Mike Redemption» и «Too Little Too Late», несмотря на смешанные реакции, Майк продолжал упорствовать. Ключевой момент наступил во время рутинной экспедиции по картированию. Майк заметил необычную форму на сонарах. Когда водолазы проверили это, они обнаружили новую колонию кораллов, растущую среди шин. Ученые пришли в восторг. Эта экосистема дала им ценную информацию о том, как кораллы адаптируются. Это открытие стало прорывом в методах восстановления кораллов, ускорив восстановление рифов. Острые наблюдения Майка косвенно привели к значительному научному достижению. Майка похвалили за его усилия на пляже. Когда он стоял с слезами на глазах, он наблюдал за тем, как грузовик с шинами уезжает на переработку. «Я мог начать весь этот беспорядок», — сказал он, его голос дрожал от эмоций. «Но я благодарен. Я дожил до того, чтобы увидеть это исправленным. Заботьтесь о наших океанах, ребята. Они более стойки, чем мы думаем. Но им все еще нужна наша помощь». Поскольку уборка продолжалась, морские биологи сделали несколько поразительных открытий. Доктор Элиах Кац из Университета Флориды обнаружил, что некоторые виды адаптировались к жизни среди шин. «Мы наблюдали необычное поведение в некоторых видах рыб», — говорил он. Некоторые из них разработали специальные техники кормления, чтобы использовать уникальную среду, созданную шинами. Уборка рифа Осборна стала примером в области экологической восстановительной деятельности, привлекая исследователей и защитников окружающей среды со всего света. В 2018 году в Форт Лодердейл прошла международная конференция, посвященная урокам, извлеченным из проекта рифа шин, и стратегиям предотвращения подобных катастроф в будущем. К 2020 году были достигнуты значительные успехи. Из океанского дна было удалено более шин. Влияние стало заметным. Улучшилось качество воды, и морская жизнь начала возвращаться в районы, которые были безжизненными на протяжении десятилетий. Тем не менее, проблемы оставались. Более полумиллиона шин все еще находились на месте, многие из них были закопаны в песке или покрыты морскими организмами, что делало их трудными и потенциально опасными для удаления. Команды по очистке должны были находить баланс между необходимостью уборки и риском дальнейшего повреждения восстанавливаемой экосистемы. В 2022 году, спустя 50 лет,
Неожиданным союзником в усилиях по очистке стала технологическая миллиардерша и защитница окружающей среды Елена Ривз, услышавшая о проекте Рифа Осборна и увидевшая возможность опробовать новые технологии уборки. Ее компания Ocean Tech Solutions развернула флот автономных подводных аппаратов, называемых АЮВА, которые были предназначены для помощи человеческим водолазам в поиске и извлечении шин. «Мы соединяем передовую роботехнику с человеческим опытом», объяснила Ривз на пресс-конференции. «Наши AUV могут картировать морское дно и выявлять кластеры шин, делая работу дайверов более эффективной и безопасной». Внедрение этой технологии резко ускорило усилия по очистке. Через несколько месяцев из зоны рифа Осборна было удалено более 600 тысяч шин. Морская жизнь процветала в очищенных зонах, появлялись новые кораллы. История рифа шин будет запомнена надолго. Она учит нас важному уроку о том, что даже когда мы пытаемся сделать что-то хорошее, мы иногда можем вызвать большие проблемы, если будем неосторожны. Ученые продолжают наблюдать за тем, как восстанавливается морская жизнь. Некоторые виды рыб и растений быстро возвращаются, в то время как другим может потребоваться много лет, чтобы выздороветь. Капитан Майк Робертс, которому суждено было начать все это, теперь является пожилым человеком, живущим в доме отдыха у самого моря. Он проводит свои дни, сидя на балконе, глядя на океан и вспоминая, что случилось много лет назад. «Мы действительно думали, что делаем что-то хорошее для океана», сказал он недавно репортеру. «Похоже, это просто показывает, что ты не всегда знаешь, как природа отреагирует. Но я горжусь тем, как все вместе работали, чтобы исправить наши ошибки. Это вселяет в меня надежду, что мы можем решить и другие большие проблемы. Что произойдет в следующие 50 лет?» Возможно, однажды место, где раньше находился старый риф Осборна, снова превратится в красивый и оживленный подводный мир. Или оно останется подводным музеем, напоминающим нам о том, чтобы быть осторожными, пытаясь изменить природу. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, как кто-то меняет шины на автомобилях, подумайте о том, куда могут уйти эти старые шины. Не забывайте урок великого рифа шин. Иногда, даже когда мы пытаемся помочь, мы можем вызвать большие проблемы. Как вы думаете об этой истории? Может ли что-то подобное произойти снова? Как мы можем лучше защищать наши океаны? Делитесь своими идеями в комментариях ниже и не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы увидеть больше удивительных историй о нашем замечательном водном мире.